Привет, YouTube, и это рубрика «Ны бизнес», где я рассказываю реальные истории обмана и мошенничества, которые произошли с вами. Здесь мы вместе раскрываем схемы развода и учимся на чужих ошибках. И сегодня финансовая пирамида на продаже айфонов в Инстаграм, фирма, разводящая наших бабушек, дедушек и вообще всех пенсионеров на огромные кредиты, и история о том, как студенты и мамочки в декрете учат зарабатывать 100 тысяч в месяц, не вставая с дивана. Ну а если вам тоже приходилось сталкиваться с мошенниками и вы хотите поделиться своей историей, то пишите мне в мой телеграм-бот. Вот сюда. Ну а пока ставьте лайк за полезный ролик, подписывайтесь на канал, ну а мы не будем затягивать и поехали! Знаете, чем можно прикрыть любой лохотрон в Инстаграм и не только? Конечно, халявным айфоном. И повестись на это очень легко. Представьте, вы сидите в Инстаграм и тут натыкаетесь на сторис любимого блогера-миллионника, который рекламирует сказочную раздачу айфонов по дешевке. Если у тебя много денег, ты можешь позволить себе абсолютно любой айфон, у тебя уже есть AirPods, и то сейчас берешь и пролистываешь нафиг вот эти вот все истории. Но если ты такой же бичес, как и я, и денег у тебя хватает только вот на такие вот бумажные AirPods и Apple Watch, то компания DLive проводит уникальную акцию, при которой именно ты сможешь приобрести технику Apple по самым выгодным ценам. AirPods вторые за 7 тысяч рублей, Apple Watch 5s за 13 тысяч рублей и iPhone 11 за 24 тысячи рублей. Вы, наверное, подумаете, что здесь точно есть какой-то подвох, или, может быть, даже наебалово. Это пипец, какие выгодные цены, и многие говорят, почему, за что? А все потому, что, ребят, здесь придется встать в очередь и немножко подождать и выполнить условия, которые говорит эта компания. Когда ты слышишь такое, например, от Гуар Аветисян, у которой на минуточку 7 миллионов подписчиков в Инстаграм, ты невольно веришь, что условия компании честные, и кто-то с радостью выдаст тебе последний iPhone в 4 раза дешевле рыночной цены. И вот вы переходите по ссылке и видите некий аккаунт DLive New. Подписчиков здесь немного, зато цены просто волшебные. iPhone 11 предлагают за 30 тысяч рублей, хотя в магазинах он стоит 60. MacBook отдают за 40 тысяч, против магазинных 90. И тут все такое дешевое. Прямо магазин техники Apple в параллельной вселенной. И это не уценка или перепродажа. Обещают все новое и оригинальное. В чем же, спросите, подвох? Хочешь получить iPhone? Построй пирамиду. Я была давно одно время подписана на Кристину Шелест. У нее вышел гиф, в котором как раз таки участвовала вот эта компания Dream. Ты отдаешь половину стоимости наушников, по тем временам они там стоили, не знаю, 13 тысяч. Я заплатила 5400, и плюс ты должен еще позвать 4 друзей или просто стоять в общей очереди. Подумала, прикольно, подожду в общей очереди. И что же это за очередь такая? А все просто. Фирма собирает с людей деньги. Вы заплатили 20 тысяч рублей, привели 4 друзей, и они также скинулись по 20 тысяч. И так дальше с каждого подругу и по сумме. И каждый из вас надеется, что мне в этом списке за чужие деньги добрые организаторы обязательно купят iPhone. Осталось только подождать, когда накопится достаточно наивных людей. Только вот ждать можно до бесконечности. Спрашивала у них там, какой срок закрытия в общей очереди. Говорю, да не переживай, месяц, не больше. Время шло. Договоры так потихонечку заключались на первых порах после рекламы. А рекламу они всегда брали у крупных блогеров. Договора даже вообще его не существует, потому что там нет моей подписи, вообще нет. Они ничего не писали, просто в электронном виде вот такую типа марочку. То все работает очень странно. Не по тем данным, которым они предоставили нам в начале. Они говорили, нет, вы что, у нас все юридически подкреплено, какая мы пирамида. А по факту они являются этой пирамидой. При мне тоже закрывали договоры мои знакомые. Также Юля закрывала договоры, присылала мне вот эти вот все видео, ответы. Она писала, что нет, не волнуйся, ты точно закроешься. Я подумала, окей, я доверюсь Юле, я заключила еще один договор вместе со своей сестрой. Мы сложились опять по 5 тысяч, вынесли 10 и ждали свою выплату 20 тысяч. Уже такой думаешь, ага, я сотая в списке, я, кстати, до сих пор сотая, прошло уже год. Сейчас вот эти все заключат, и, считай, мой договор будет закрыт. Юля, Игорь, наши админы почистили все наши переписки. И эти 6 тысяч не вернуть, никак. Можно только придать огласке всю эту ситуацию, что может обидно реально, когда люди там живут и жируют на бабки, которые они заработали нечестным путем. Поэтому я хочу всех от этого предостеречь. Надеюсь, что эта ситуация будет оглашена, ее увидит огромное количество людей, которые не будут больше вестись на такую ерунду. И действительно, деньги назад уже не вернуть. Все сделки такие фирмы проводят в Telegram, где легко можно подчистить все переписки. На одном из телеграм-каналов таких мошенников уже стоит значок «Скам». И да, вас подкупают рекламой блогеров-миллионников, купленными отзывами с нулевым рейтингом на отзывиках и договором, который по факту представляет из себя документ на бронь устройства с указанием его полной стоимости. Никакой юридической силы эта бумажка не несет и никак вам не поможет. И подобных разводил в Инстаграм просто куча. Они называются DLive или Dream. И я уверена, есть и другие аналогичные компании. И если вы до сих пор думаете,
думаете, ну везет же кому-то на этих пирамидах айфонов. Кто-то же получает деньги ценой кучи обманутых людей. То я вас разочарую. Держите взгляд изнутри. Моя подписчица, обманутая компанией Dream, даже устроилась туда работать и выяснила очевидный факт. Смотрела вакансии в Казани, какие есть, и там был СММ-менеджер вот этого Dream Team. Я туда съездила в их офис, меня приглашают на работу, я целые сутки сижу там. Я у них решила спросить, типа, ребята, вот вообще, вот люди, да, заключают с вами договора. Как вы думаете, типа, они вообще закроются по общей очереди? Они так переглянулись между собой. Такие, ну, конечно, конечно. А потом я решила спросить у их адвоката, юрист. Она говорит, да, я понимаю прекрасно, что это незаконное дело, и, если честно, эти все договора никогда уже не закрываются, уже давно. И если уж кто и получил деньги в этой схеме, то только организаторы. И в целом все это мероприятие нечестное. Ведь погашение обязательств таких пирамид перед всеми участниками является заведомо невыполнимым. Большинство людей не получат ничего. Ну, хотя бы потому, что общих денег на всех не хватит. Мой совет – обходите дешевые айфоны и пирамиды стороной. О следующем разводе я узнала даже не из своего телеграм-бота, а из ваших комментариев. Под одним из прошлых видео одна из моих подписчиц написала: «Катя, сними про дом здоровья. Эти люди разводят пенсионеров на большие суммы денег. Моя двоюродная бабушка на это попалась, взяла кредит на 70 тысяч рублей». И этот комментарий набрал 1000 лайков и кучу ответов, где люди рассказывали, как их близких, бабушек, дедушек, легко внушаемых людей в возрасте, бесстыдно раскручивают на большие деньги. Продают им дешевые, бесполезные, а зачастую и опасные для здоровья товары под видом лечебных и медицинских. И, ребята, я очень хочу, чтобы вы посмотрели это видео и предупредили своих родных, чем опасен Дом здоровья и подобные ему организации. И вот что рассказала бабушка моей подписчицы, которая попалась на тот самый Дом здоровья. В декабре я посетила Дом здоровья. Там у них для каждой группы каждый день презентации, приседают наушки пенсионерам, что у них это супер лечебное оборудование для здоровья. Перед Новым годом у них была акция, снижение цен на это оборудование. Оформили кредит, не выходя из офиса, на сумму 62 тысячи. Теперь я буду ежемесячно выплачивать по 2 600. Они наживаются на пенсионерах. А пенсионеры доверчивые люди. А многие не знают, что не всем это можно. Я решила возвратить их товар, и в полном объеме они в банк не собираются перечислять сумму. И директор мне говорил, что до конца декабря этот вопрос решится. Он специально потянул, потому что есть защита прав потребителей. Человек в возрасте пришел за помощью. И что же Дом здоровья втюхал бабушке моей подписчице на 60 тысяч рублей? Любуемся. Нефритовый коврик с подогревом, внимание, за 45 тысяч рублей. И пластиковый массажный пояс за 16 тысяч рублей. Ну, прямо все по лучшим заветам медиков, которых в Доме здоровья просто нет. Когда спросили у директора, какое у него образование, он сказал медицинское. А по какому профилю? Нетрадиционная медицина. Только вот точно такое же нетрадиционное медицинское барахло можно найти на Алиэкспресс в десятки раз дешевле. Пояс за 4 тысячи, а коврик за 7. Только польза какая? Весь эффект от этих девайсов сводится к обычной грелке и вибрации. А стоит ли пенсионеру, у которого множество противопоказаний, греть больные места? Ну, это должен сказать врач, а не менеджер по продажам, который зомбирует доверчивых пожилых людей. И, как пишет народ в отзывах, нагреют пенсионерам онкологию, и всем плевать, ответственности никто не несет. Но как люди попадают в этот Дом здоровья? Их просто завлекают бесплатными процедурами на чудо-оборудование. Для привлечения новых клиентов устраивают простую акцию. Хочешь бесплатно ходить на массажер? Приводи знакомых. И вот уже куча пенсионеров лежат на кушетках-массажерах, такой, знаете, домашний санаторий. Им льют в уши, что санаторий можно купить домой за 140 тысяч рублей. Если налички нет, то, пожалуйста, держите кредит. Но на деньги, потраченные на бесполезные массажеры и грелки, можно организовать нормальное лечение у квалифицированных врачей. В общем, тот еще лохотрон. Друзья, я очень вас прошу, обязательно предупредите своих пожилых родственников, покажите им это видео, ну, чтобы они даже не думали ходить по таким центрам здоровья, потому что никакого здоровья они там не получат. Зато потеряют кучу денег и нервов. Мы постоянно жалуемся на то, что блогеры продают некачественные инфопродукты задорого. Но поверьте, это еще цветочки. Одна из моих подписчиц нашла в Инстаграм новый вариант бизнеса на инфопродуктах. История по типу «Я зарабатываю, сидя с малышкой, и вас научу». И здесь слитые материалы от блогеров, инфобизнесменов продают и учат продавать другим. Инфобизнес на инфобизнесе. Круг сомкнулся. Очень много аккаунтов однотипных, похожих, и все они были про заработок целевой аудитории студенты и мамочки в декрете. Они перепродают франшизы, обучение, пресеты и обложки. И я купила этот пакет. Я заплатила ей 100 рублей. Эти обложки не все, но многие помечены водяными знаками. Соответственно, они тоже принадлежат кому-то. И их перепродажа, я сомневаюсь о ее легальности. Смущает тот факт, что они все одинаковые, их аккаунты. То, что они учат друг другу перепродавать
продажи чужих авторских материалов. С одной стороны, мы видим нарушение авторского права. Люди продают платные пресеты от блогеров и из разных приложений. Да, нарушением авторского права у нас в стране можно расстроить исключительно авторов. Ну, потому что все любят халяву. Только в таких аккаунтах продают и бесплатные пресеты, доступные в интернете. И халява уже не такая уж и халява. Но это еще не все. Тут еще строится пирамида на таких же желающих заработать. Из-за того, что там много кураторов, у каждого куратора есть свой куратор и так далее, они продают обучение друг у друга и друг у друга учатся, выстраивается единая вот эта вот пирамида. Кураторы, кураторы, кураторы. Мамочки в декрете и студенты приходят в такие аккаунты и платят деньги за возможность научиться продавать чужие инфопродукты через Инстаграм. И вот типичный куратор-вдохновительница. Пишет, что работает из дома на диване, получает в 3 раза больше, чем на обычной работе, и вас научит. Хвалится заработками на продаже воздуха. 50, 80, 100 тысяч в месяц. Эти деньги она получила, толкая чужие идеи из интернета и обучая себе подобных продавать эти же идеи. Продает все. Базу поставщиков для открытия шоурума. Садовод, Турция, добро пожаловать. Как продавать мишек из роз с Алика. Как размешивать в шампанском копеечный краситель. Как делать мыло. И так далее, далее, далее. Причем ни одна из идей не построит вам успешный бизнес. Идею и в интернете погуглить можно, а реализовать нет. Хотите прийти к такому же успеху? Вот, пожалуйста, секрет. Данная успешная инфобизнес-вумен научит красиво оформлять свой аккаунт, как покупать рекламу в инсте и как впаривать все это барахло. Стоимость пакета 1000 рублей. Доходы якобы 70 тысяч рублей в месяц. Вложений в Инстаграм, по ее словам, не надо. И вот мы видим кучу одинаковых аккаунтов кураторов инфобизнесменов. Одна заработала полляма в Инстаграм, вторая превратила 800 рублей в 80 тысяч, третья зарабатывает, сидя дома с малышкой, более 100 тысяч рублей за 2 недели. Зарабатывает на тех, кто тоже хочет заработать. Лично мне с трудом верится, что можно создать Инстаграм с нуля, без вложений, и чтобы хотя бы через полгода в него набежали платежеспособные подписчики. И знаете, если бы все это было правдой, то все бы мы могли уволиться с работы и начать делать бизнес через Инстаграм. Ну и, конечно, стать миллионерами. В общем, здесь наивным мамочкам в декрете дарят надежду на миллионы всего за 1000 рублей. Я же здесь вижу обычный развод на красивой картинке и продажу чужих работ. А что думаете вы? Может, у вас получилось заработать ваши 100 тысяч в месяц в Инстаграм с нуля? Поделитесь в комментариях, как. На этом все. Спасибо огромное, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро, буквально в новом видео. Пока-пока.